Что ж, наконец-то вышел долгожданный фильм по 5 ночей с Фредди, который мы ждали целых 8 лет. Конечно, не всем он понравился, и в целом фильм реально получился довольно-таки средним, а также в некоторых частях странным. Но все же, всего лишь за 3 дня проката фильм собрал аж 130 миллионов долларов при бюджете всего 20. Поэтому думаю, что продолжение фильма является лишь вопросом времени. И в случае с ФНАФом сценария. Но все же давайте я попробую пованговать и рассказать вам о моих предположениях, что будет во FNAF Movie 2. Во-первых, давайте разберем вообще, что было в первой части. Сразу же предупреждаю, будут сейчас спойлеры. Смотрите, первый фильм является некой смесью первого ФНАФа и книги «Серебряные глаза». Допустим, у Уильяма Афтона из фильма и Уильяма Афтона из книги был псевдоним. Только в фильме его звали Стивен Раглан, а в книге Дэйв Миллер. И еще Эбби в фильме также пряталась за игровыми автоматами, как и Чарли в «Серебряных глазах». То есть можно уже сказать, что FNAF фильм 2 будет также построен на сюжете игры и книг. А если точнее, то скорее всего он будет построен как на неожиданно второй части FNAF и возможно на книге «Неправильная». Я говорю возможно, ведь в The Twisted Ones вообще происходит по сравнению с обычным FNAF'ом какая-то фантастика с неправильными голографическими аниматрониками и Уильямом во главе этого цирка, снова убивающий людей, только уже в костюме Спрингтрапа. А про четвертый шкаф я вообще молчу, хотя и из этой книги фильм позаимствовал некоторые моменты. И давайте-ка я попробую немного потеоризировать о том, какой в фильме получится по итогу сюжет. Спустя несколько лет после событий первого фильма, главный герой Майкл решает разобраться в истории франшизы пиццерии Фредди Фазберс Пицца и натыкается на объявление о работе охранником для более старой пиццерии, которая была закрыта еще в 1987 году. Придумав себе псевдоним Джереми Фиджеральд, он устраивается на работу и, немного поработав, Майк узнает от Ванессы, что в городе начинают умирать люди при странных обстоятельствах. И он начинает догадываться, что это все дело рук Уильяма Афтона. Потом той аниматроники начинают нападать на охранника, и Майкл понял, что в них встроена полицейская база данных для избежания похищения детей, которая была кем-то взломана. И при дальнейших обстоятельствах он находит старых визард-аниматроников, в которых заточены души детей, в отличие от той версии. В итоге под конец фильма приходит Спрингтрап, который пытается убить главного героя с помощью той аниматроников, которых как раз он и взломал. Ну и в итоге Майк каким-то образом снова побеждает Спрингтрапа, но ему все равно удается сбежать. И в итоге оставляется задел на третью часть трилогии, о которой мы, наверное, поговорим уже где-то в 25-26 году. Ну а сейчас вы можете зайти на наш лучший дискорд-сервер славянских трапов и хорошо поговорить с другими людьми. Ну а на сегодня всем удачи, хорошего настроения и пока.